Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас понедельник, 20 февраля, выпуск промежуточный. Мы с вами обсуждаем события, которые произошли за сегодняшний день. Сегодня у нас и очень интересные события. Байден посетил Киев, действительно знаковое событие. Событие не просто знаковое, событие, которое демонстрирует прежде всего российскому руководству сплоченность Запада и решимость Запада помогать Украине до победы. Поэтому я уверен, перспективы краха путинского режима наметились очень, очень даже замечательные, но давайте по порядку. Байден прибыл в Киев. Конечно, российское руководство было предупреждено во избежание всяких провокаций, во избежание нелепых недоразумений. Предупредили довольно жестко. И президент России Владимир Путин, можно сказать, пребывал некоторое время в депрессивном состоянии. Пытался Путин всеми силами уговорить Си Цзиньпиня посетить Москву в эти дни, желательно, конечно, для Путина было, чтобы Си Цзиньпинь посетил Москву в 24 февраля, но Си Цзиньпинь мягко отказывался. И министр иностранных дел, тот человек, который, аналогичен министру иностранных дел в России, там немножко по-другому должность называется в Китае, зовут Ван И, прибыл в Москву. С визитом, но мы понимаем, что министр иностранных дел и Китая, и президент США, это несколько неравновесные фигуры. Посещение Си Цзиньпиня, конечно, уравновесило бы подобное посещение Байденом Киева, но Си Цзиньпинь сделал свой шаг. Байден привез подарки в виде обещания от союзников для Украины более чем 700 танков. Плюс есть еще договоренности, пока не будем анонсировать, по крайней мере, по тем сведениям, которые есть у президента России Владимира Путина. Надо сказать, что очень впечатляющую помощь, очень впечатляющую пообещал Байден в лице Объединенного Запада. Мы понимаем, что США олицетворяет собой Объединенный Запад. США это все-таки флагман сложившейся антипутинской коалиции. Давайте называть вещи своими именами. Все-таки будем разделять народ России и нынешнюю российскую власть. И надо понимать, что победа близка. Да, это будет не 1, не 2 дня, но победа близка. Победа предопределена. И, здесь только слепой уже не может не увидеть, что бороться с Объединенным Западом у нынешнего российского руководства нет никаких сил и возможностей. Их просто нет, их физически нет, их не существует. Нет возможностей, нет вариантов для победы. Довольно серьезный аргумент, я имею в виду сегодняшнее выступление Байдена, сегодняшнее обещание. Сразу подключилась после выступления Байдена Япония. Премьер-министр Японии, сказал, что, по-моему, 5,5 миллиардов Япония отдельным пакетом выделит Украине. Еще ряд стран поддержит в ближайшее время подобные инициативы. К годовщине вторжения в Украину будет целый каскад подобных подарков, подобных обещаний. Антипутинская коалиция на сегодняшний день сильна как никогда. Путин собрал весь цивилизованный мир в один большой кулак и будет, конечно, этим кулаком бит. Виноват исключительно президент России. Исключительно, здесь не может быть никаких других толкований. Исключительно. Надо понимать, что кремлевское руководство, я имею в виду близкое окружение Путина,
из тех людей, которые находятся у власти. Потому что есть люди, которые относятся к окружению Путина, но формально не занимают никаких постов. Но только те люди, которые находятся у власти в России, которые представляют из себя путинское окружение, все прекрасно понимают, начинают искать выход. Мы довольно скоро расскажем о попытках найти выход у этих людей, найти возможности выпутаться из этой ситуации у нас в телеграм-канале. И я думаю, что вам будут эти материалы интересны. Я понимаю, что я многое обещаю, иногда затягиваю с публикациями, но на то есть веские причины. Я хочу, чтобы вы это понимали и были более толерантны и относились с пониманием к тому, что мы делаем, и с тем, как мы публикуем наши материалы. Если бы эти материалы могли как-то в реальном времени повлиять на суть событий в положительную сторону, нет сомнений, что мы бы их опубликовали. Если то, что мы можем изложить в этих материалах, может хотя бы гипотетически повлиять в негативную сторону на то, что мы делаем, на перспективы нашей деятельности, мы, соответственно, конечно, публикацию откладываем. Я надеюсь, что я объяснил доступно. Надеюсь, что наши уважаемые зрители и слушатели все прекрасно понимают. Так, теперь перейдем к политзаключенным, к главному политзаключенному России Алексею Навальному. Ну, давайте скажем, что у нас все политзаключенные главные, у нас все политзаключенные равны, и мы за каждого будем бороться. За каждого, за всех вместе, за каждого по отдельности, без исключения. Итак, Алексей Навальный, замечательный, смелый, мужественный человек, выпустил сегодня такой интересный меморандум. Он его, по-моему, назвал декрет. Сейчас я сейчас обращусь к оригиналу и будем более детальным. Манифест выпустил Навальный к 24 февраля. Можете ознакомиться, есть в интернете, есть в телеграм-каналах, по-моему, в телеграм-канале Алексея Навального он есть, у ряда оппозиционных деятелей в телеграме есть. Обязательно посмотрите, почитайте. Мой совет всем людям, среди наших уважаемых зрителей и слушателей, я уверен, подавляющее большинство людей, которые принадлежат гражданскому обществу, вам будет интересно. Согласен практически со всем, что изложил Алексей, практически. Он молодец. Он смелый парень, несмотря на перспективы самые зловещие, у него хватает мужества для того, чтобы вести борьбу, для того, чтобы быть полноценным гражданином и полноценным политиком, несмотря на то, что он в заключении, полноценным гражданским деятелем. Мое искреннее уважение. И еще раз повторяю, почитайте. Я уверен, что вам будет интересно. Теперь перейдем к завтрашним событиям. Завтра президент России Владимир Путин должен обратиться к Федеральному собранию. Долгожданное событие. Долгожданное действительно. Любое выступление президента России, который является диктатором, мы понимаем, что от его слов зависит очень многое, является долгожданным. Обычно он немногословен. Вы знаете, что выступает он довольно нечасто, а уж по каким-то таким знаменательным событиям, которые грядет, годовщина начала боевых действий, и подавно. Здесь стоит ждать каких-то высказываний по этому поводу, либо умалчивания, либо он обойдет важные темы, либо выскажется по ним как-то более определенно. Я объясню, почему это важно. Это важно, потому что мы ждем от него старта больших событий. От него ждем. Он должен, по крайней мере, обещал той части силовиков, которые участвуют в транзите, обещал запуск транзита, обещал кадровые решения и обещал вообще очень много всего. Обещал это все приурочить как раз либо к посланию Федеральному собранию, либо к годовщине начала так называемой специальной военной операции.
Отсутствие запуска транзита, отсутствие выполнения обещаний перед силовиками будет обозначать одно. Силовики в той или иной степени после февральских выступлений, я имею в виду сейчас выступление послания к Федеральному собранию, если ничего не прозвучит и если не будет никаких действий со стороны президента к 24 февраля, может быть, еще возьмем 25 на всякий случай с зазором, то уверен, что разброд и шатание среди силовиков не заставит себя долго ждать. Это не будет обозначать непременно прям молниеносный ГКЧП 2.0, но то, что начнутся движения, уже движения реальные, не просто там ворчание в кулуарах, а реальное движение. У меня, например, нет никаких сомнений. Так, мы с вами уже 11 минут в эфире. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне. И это самое главное, мы работаем для вас. Пожалуйста, для всех наших уважаемых зрителей и слушателей обращаюсь к вам, те, которые находятся в России и на территории Республики Беларусь. Пожалуйста, просматривайте наши ролики с включенным VPN. Это поможет монетизации. Если вы посмотрели без VPN, посмотрите, пожалуйста, еще раз с включенным VPN. Поставьте лайк этому видео и напишите 5 слов поддержку в комментариях. Я надеюсь, наши уважаемые зрители и слушатели все прекрасно знают и поддерживают. Я вижу по количеству лайков, как только мы обращаемся к вам, вы ставите довольно много. Большое спасибо. Мы это действительно ценим. Всего доброго. Мы с вами обязательно увидимся, услышимся уже завтра. До свидания.